Иностранцы о финале Кубка России. Косторная станет третьей, а Валиева опять перешагнет через законы физики. Уже 26 февраля в Москве стартует официальная программа финального этапа Кубка России по фигурному катанию. В преддверии соревнований стало известно, что турнир пропустят Анна Щербакова и Александра Трусова, которые получили свои билеты на чемпионат мира 2021 благодаря результатам на чемпионате России. Таким образом, на третью путевку среди фигуристок будут претендовать Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Елизавета Нугуманова. Предстоящий турнир в Москве уже традиционно вызвал интерес со стороны зарубежных поклонников фигурного катания, которые поделились своими ожиданиями от финального этапа Кубка России. Косторная наконец-то вернулась, это хорошо. Пусть даст нам то, чего мы так долго ждали. Набирай баллы, девочка. Лиза Нугуманова тоже ведет борьбу за третью путевку на чемпионате мира. Если в следующие выходные она обыграет Косторную и Туктамышеву, она должна поехать на чемпионат мира. Первая – Камила Валиева, вторая – Дарья Усачева, третья – Алена Косторная. Надеюсь, Алена выиграет эту путевку на чемпионат мира. Слава богу, Щербакова наконец-то даст отдых своим легким, а Трусова будет спокойно лечить травму. Я очень рада, что теперь у Трусовой есть время, чтобы подготовиться к чемпионату мира 2021. Я не понимаю, почему соревнуются три девушки Тутберидзе. Валиева, Усачева, Хромых. Они не могут попасть на мир. Я думаю, Этери просто хочет подтвердить свое превосходство. Девочки их возраста исторически всегда имели разрешение участвовать в соревнованиях Кубка России, потому что это национальная политика, согласно которой этот опыт поможет им психологически лучше подготовиться к выходу на поле для взрослых в следующем сезоне. Почему в этом году должно быть иначе? Удачи Елизавете Нугумановой! Никогда не чувствовала такое волнение, не могу дождаться Косторной. Очевидно, что Камила Валиева выиграет. Вам никогда не дадут увидеть Косторную и Щербакову на одном турнире. У меня такое ощущение, что на этот раз Майя Хромых будет на подиуме. Даже если Камила исполнит восьмерные прыжки, она не сможет попасть на чемпионат мира. По крайней мере, у нас будет хорошее шоу и несколько мировых рекордов. Камила продолжает игнорировать гравитацию и законы физики. Ровно 3 года битве Загитовой и Медведевой за олимпийское золото. Разбираем их программы из Пхёнчхана. После их битвы мир фигурного катания перевернулся. 23 февраля 2018 года произошло событие, которое многое изменило в современном женском фигурном катании. На ледовой арене в Корее решилась судьба золотой олимпийской медали личного первенства. Получив одинаковые оценки за произвольную программу, Алина Загитова стала чемпионкой игр 2018 благодаря небольшому отрыву в короткой. Действующая чемпионка мира Евгения Медведева взяла серебро. Девушки не только удивили планету сложнейшим техническим набором, из-за которого впоследствии даже пришлось поменять правила, но и рассказали 4 невероятные истории на льду. Вспоминаем, какие программы ставили лидерам сборной. Короткие программы у девушек были сильные, наполненные смыслом, очень разные. За музыкальное сопровождение у Медведевой был взят ноктюрн Шопена в исполнении Джошуа Белла. Лирическая героиня Евгении за 3 минуты переживает состояние клинической смерти. Начало программы сопровождается сердцебиением, которое останавливается, и начинается история. Первая половина программы, как это было выгодно, состоит из вращения дорожки шагов, после которой слышится камбэк, который пытается вернуть героиню из застывшего состояния. Тут же и серия прыжков, будто желание выпрыгнуть, подняться выше этого состояния и освободиться. В финале вновь сердцебиение и вдох, что знаменует счастливый финал этого 3-минутного действия. Многие отмечают невесомость фигуристки и ощущение полета. Вместе с этим играет тяжелая и грузная тема. В итоге от просмотра рождается волшебный дуализм. Этой истории противостоял «Черный лебедь» от Загитовой. По моему субъективному мнению, это лучшая программа Загитовой и Даниила Глейхенгауза.
Очень интересная и органичная нарезка из чайковского и оскароносного фильма «Лунный свет». Картина рассказывает о мальчике из неблагополучной семьи, который проходит через борьбу с расизмом, осознание и принятие своей ориентации и ищет свое место в мире. Именно этот фрагмент музыки используется во время обучения мальчика плаванию. Он находится между двух миров и пытается найти равновесие. Также и лирическая героиня Загитовой, она то черный, то белый лебедь, ищет гармонию в себе и своем внутреннем мире. Оточенные движения и история, которую хореограф придумал на основе оригинального либретто, и даже прыжки во второй половине оправданы сюжетом, который тоже на удивление присутствует в очень мощной программе такой юной девушки. Несмотря на всю прелесть коротких, все решается в день произвольный. И тут у нас две диаметрально противоположные программы, драматичная и тоскующая Анна Каренина в исполнении Евгении Медведевой, и искрящаяся радостная Китри, Алина Загитова из балета «Дон Кихот». В первом случае мы получаем настоящую драму на льду. Болезненная, надрывная с большим количеством стилей внутри эта программа, действительно была придумана для любителей пострадать. Сложная, непонятная для многих тема, да и финальные слезы после завершения музыки, все это очень сильно влияет на восприятие. Тот прокат запомнится как сильный и трагичный крик фигуристки. Сама программа композиционно отчасти напоминает роман или фильм. Первая встреча, поезд, бал и снова поезд. Наверное, чтобы действительно прожить эту историю правильно, надо смотреть именно этот прокат. Такого напряжения и сосредоточения энергии у Жени еще никогда до этого не было. Незадолго до этой трагедии на том же льду разыгрывалась совсем другая тема. Большинство спортсменов выбирают сложные и трагические образы, дабы показать их на Олимпиаде, на большую аудиторию. В это время Загитова катается под заводную и яркую мелодию. Кстати, тогда из-за этой программы был даже небольшой скандал. Эшли Вагнер написала о том, что эта программа не про фигурное катание из-за перенесения всех прыжковых элементов во вторую половину. Действительно, программа выглядит необычной и неравномерно собранной. Но в то же время снова музыка спасает положение. Ритм ускоряется и прыжки действительно выглядят, как плеяда элементов один за другим. Тем более, если они все попадают в музыкальные акценты, то можно отнести Дон Кихота к еще одной великолепной программе Загитовой. Небольшое дополнение по произвольным и обстоятельствам вокруг. Загитова катала своего Минкуса уже второй сезон, то есть ощущение и понимание программы у нее было идеальное. В то же время Медведева на открытых прокатах сборной в начале того сезона выступала с совершенно другой программой, и даже от другого постановщика. Малоизвестные январские звезды Авербуха сменились Карениной еще до этапов Гран-при. Изначально Алина и Женя были нам представлены как два совершенно разных вида фигурного катания. Радостный фейерверк, эмоции и тягучая сложная драма. С одинаковыми оценками за произвольную программу в Пхёнчхане стало ясно. Вопрос Медведева или Загитова не идеалистический, а вкусовой. Ведь в итоге Алина закатала драму, и Женя взялась за иной репертуар.